Сколько повысилась жизнь? Европа, США, Куба, Чили, Уругвай. Работаю как врачи и получаем $1200. Где вы обучались, где вы получили образование первое медицинское, и что оно вам дало в жизни? Я закончил университет Патриса Лумумбы на медицинском факультете. После этого я вернулся в Панаму и прошел то, что здесь требует. No? 2 года как стажировка, а после этого стал педиатром. Где-то 25 лет тому назад я закончил образование как специалист по новорожденных детей, no? Неонатолог. Думаю, что благодарю за такое образование, которое я получил в то время в Советском Союзе. Я думаю, что самое важное, которое мне далось такое образование, это открылось для меня понимание того, что происходит в жизни. Я думаю, что далось социальное понимание жизни и понимание, что существуют люди, которые нуждаются, чтобы не только чтобы мы смогли дать то, что есть человек. И потому что вокруг нас есть социальный контекст вокруг болезни. И есть такой контекст, который бедные люди не виноваты, что они имеют такие проблемы. Так, это понимание очень важно, чтобы заниматься медициной. Ну, международное обучение это как раз дало опыт, наверное, еще вы познакомились, там были люди с разных стран, опыт. Это было очень интересно тоже, ну, понять, как в контексте религии, в контексте идеологии, как понимают жизнь африканцы, арабцы, европейцы, латиноамериканцы, как они видят жизнь, как они проходят свои моменты. И это очень интересно, понимание людей тоже это медицина. А вот когда вы обучались, еще из Панамы кто-то был? Но в то время я думаю, что в Союзе или других социалистических странах были около, по-моему, 500 или 700 панамцев обучали. А в вашей группе был еще панамец? Да, мы были 21 человек, которые поехали вместе. Мы были очень молодые, 17 лет, 18 лет. Мы поехали туда. И кроме 2 человека не окончились. 2 не окончили? Не окончились. Остальные приехали сюда. Все сначала было немножко трудно, но все, по-моему, по крайней мере, они установились вокруг своей специальности. Хорошо. Образование, которое вы там получили, практику после проходили в Советском Союзе? Да. Вот, существует различие между образованием здесь и в Европе или в США. Но образование не различается больше, чем 20%. Нет таких больших разниц. Только что в том время в Европе
имели академический уровень. А здесь врачи в тот момент они смогли брать новорожденными, сделать кое-какие операции. Это маленькая разница, как среди медицинских университеты или институты. Но после этого различий никаких, потому что теоретическое образование везде мы могли получить. Но все-таки я смог вокруг хирургической процедуры, я был в 51-м больнице. Я даже работал в Союзе как медбратан в этой больнице и смог даже сделать аппендицит. Так я имел большие опыты с хирургическими процедиментами. Я не стал хирургом, но я хотел стать хирургом, но иногда ты не можешь идти по такому пути и возьмешь другой пути. Все-таки я стал педиатром, а после этого неонатологом. И я не сделал то, что ты хочешь, но жизнь поставит другое, и так и возьмешь. На сегодняшний день вы оказываете медицинскую помощь детям или только новорожденным? Я только работаю с новорожденными. С новорожденными Да, сейчас? сейчас даже я шел на пенсию. Я имею 62 года, я шел на пенсию, но я остался еще работать. Консультируете? Да, консультирую в больнице, но работает тоже. Делаю то, что делают остальные. Сколько вообще врач получает в Панаме и сколько нужно денег для комфортного проживания в Панаме? Когда я приехал сюда после образования... Это год? 1985 году. Да. Это значит 15 плюс 23, 38 лет тому назад. Да. Я приехал в Панаме после образования. Тогда те врачи, которые занимались стажировкой, они получали $60 за месяц. $60 в месяц. Угу. В месяц. Сейчас эти врачи получают $1200 за месяц. На месяц. Значит, они в 2 раза 60 $1200. Ну да. За 2 раза увеличилась зарплата. Ну и затраты тоже увеличились. Но смотри, Coca-Cola. Да. Стоимость Coca-Cola в то время 10 центов. 10 центов. А сейчас сколько стоит Coca-Cola? Сколько стоит Coca-Cola? $1. $1. Сколько повысилась жизнь? Ну, 10... 10 раз? 10 раз. А зарплата сколько повысилась? 2 раза. И это за то, что врачи имеют очень большая организация, чтобы бороться за повышение зарплаты. Ты представляешь, что значит для других, которые не имеют такие большие организации, как врачи, сколько они получают? И то остался с разницей между 10 раз и 2 раза. Мы должны получить в этом моменте $6000, если ты начинаешь
работает как врачи. И получаем $1200. Ну, если, получается, было $60, 10 раз, значит 4000. нет, это не на 10 раз, 10 центов это получается 10 центов на доллар? 100, вот и умножить на 100 и получается No, 10 раз. $10. No, 10 раз. Okay. Если 10 центов Да. плюс умножать на 10, это значит $1. 10 раз. Ну да. Да. Значит, зарплата должна быть Из 60 600, 600. 10 раз, это значит... А зарплата была 600 или 60? 600. 600. А то я просто услышал 60. No, я перепутал. Ага, Я 600. 600. Ну да, $6000. И мы получаем. Все значит, кто-то накапливает деньги, они врачи, они рабочий класс. Это очень просто. И мы имеем очень большие, врачи имеют очень большая группа, Да. организация, которая борется за лучшую зарплату. И мы только имеем этот. А здесь идет очень большая, нехорошее распределение денег в Панаме. Воруют. И хотя мы воруем за лучшую зарплату. А те, которые не имеют, это значит секретари, это значит те, которые работают, В офисах. да, Менеджер. они не получают даже меньше двух раз деньги. Разница очень большая. Когда я тебе скажу, что люди, которые только получают $60 за год, это очень трудно. 60 $60 por año, los indígenas. Но сейчас средняя зарплата врача, вот какая она? От и до. После 38 лет я получаю $6000. 6000. То есть от стажа много чего зависит. Каждые 2 года Добавляют. добавляю кое-что. Но сейчас то станет, вот, те, которые заканчивают здесь в Коста-Рике, Да. они занимаются торговлей, они работают в банк и получают $5000. $5000. Ну, получается так, Получается, что тот, кто занимается деньгами, они имеют возможность получить Больше. 5000, а врачи $1200. вот тогда получается, что врачей не уважают. Что врачи не уважают, потому что они должны получить $6000. И очень трудно. Поэтому большинство врачей работают в клинике, private clinic. В Панаме очень ужасно, потому что до 10 часов ночью они должны работать. Они идут работать 7 часов утра и приходят домой 10 часов. 2 смены работают. 3 смены. 3 смены. Практически 3 смены, потому что и не видишь детей, чтобы накапливать деньги, потому что стоимость жизни очень большая в столице. А здесь, где я живу, живем неплохо. Значит, я смог платить образование моих детей в США, потому что смог накапливать денег. За некоторые года я был только один здесь. Я работал 26 дней порядок. День и ночью. Я получил очень много денег. Но это один из тысяч, которые имеют такие возможности. Я имел такие возможности. Я работал 26 дней в порядок за 15 лет. Я смог накапливать деньги для образования моих детей, но не те
ни все врачи смогли сделать. В этот момент и нельзя ни болеть, ни отдыхать. No, потому что я был молодым, да, 32 года, до 40, ты сможешь работать, но не те имеют такие возможности. Только потому что я был актив. Ну, из-за этого. И построили, трудно мне построить то, что я хотел здесь. Потому что не очень легко построить, когда ты одни. Да? Сделать, чтобы найти такие вещи, инкубатор, вентиляторы. А учителей тоже тогда, получается, не уважают, да? Тоже мало платят? Те, которые имеют торговцы в Панаме, получают деньги. Остальные рабочие, которые работают для государства, имеют среднее положение. Они получают для следующий день. Я думаю, что да, я понимаю, потому что положение такое экономическое для Панамы. Приедут люди, которые имеют очень много денег и поставить здесь. Но эта остановка только может сделать, чтобы более маленькое количество людей имеет очень много денег, а остальные только работают, чтобы иметь печать для месяца. Некоторые работают, чтобы жить, а другие, чтобы выживать. Ну, почти так. Если ты скажешь, что ты делаешь, если ты снова будешь рождаться, все-таки врачи имеют лучше положение, чем других рабочих специальностей, потому что все-таки найдешь работу, государство в основном они нуждаются, чтобы были врачи. Все-таки мой сын врач, поэтому я сказал, моя дочка она не хотела, потому что когда я шел в больницу, они стали 2-3 часа в машине, в автомобиле. Они всегда помнят, папа, я остался 3-4 часа, когда ты шел в больницу, чтобы видеть очень тяжелых детей. Так что она всегда, я не хочу стать врачом. Но такое положение с деньгами, ¿no? Существуют другие положения в других странах очень разные. Некоторые не уважают ни врачи, ни преподаватели, ничего они не уважают. В разы, я думаю, что так происходит. Такое положение очень тяжелое. Но я не могу отсудить то, что происходит в других странах. Это большая проблема. Наша проблема другая. И мы должны что-то сделать, а мы виноваты то, что имеем. Я сейчас тоже занимаюсь исследованием сердца, экокардиография, которая сейчас является очень важным инструментом, чтобы определить тяжелости новорожденных от тех, которые идут которые имеют очень нестабильное положение. И сейчас идет такие образования, что те, которые являются интенсивистами, они занимают экокардиографию. Я тоже занимаюсь в этом момент экокардиографией, сделать с новорожденными, получаю образование из Канады. Дистанционно учитесь? Я дистанционно учусь, и 1 месяц был в Великобритании,
чтобы продолжать это. И Ванкувер, 2 недели назад, через 3 недели я поеду в Колумбию тоже продолжать образование, потому что это новые среди специалистов, чтобы ты должен иметь возможность сделать диагностики через экокардиографию, через ультрасаунд, потому что я думаю, что будет сейчас существуют такие маленькие, которые может персонально ты сделать исследование сердца, Да. лан, Ну, можно сейчас исследование сердца сделать как на 24 часа поставить, да, холтер. Так можно и No, это исследовать прямо. ультразвуковое. Да, видит то, что происходит с сердцем, с церебром, С мозгом. с мозгом, тоже лан, сердце, все сейчас ты должен интегрироваться, все, и видеть клинически, и тоже то, что происходит с этими органами. По вашему опыту, работать тяжелее грудничками или с детьми? Я думаю, что когда проходит кое-какие время, 10 лет, опыт очень большой, чтобы разницы нет. Нет, да, сейчас. Нет, разницы, потому что это опыт клинический, а сейчас то, что вокруг медицины происходит, возникают очень современные инструменты, чтобы сделать диагноз. Даже медицина идет не на клинический сейчас. Сейчас медицина сейчас, они специально для тебя. Это персональная медицина сейчас, потому что proteomics, genomics, все идет найти те вещи, которые для тебя только. Индивидуально. Да, индивидуальная медицина сейчас мы идем на этом пути. Медицина, те вещи, которые мы не сможем суммировать. Да. Сейчас медицина индивидуальная, и это очень большая, очень хорошая вещь, которая происходит сейчас вокруг медицины. По вашему мнению, какая страна сейчас более развитая в медицине? Я не думаю, что страна. Существуют те люди, которые сделают исследования. Те места, где исследуют, исследования стоит очень большая, чтобы исследовать. Та страна, которая поставит деньги для исследования, большое количество денег, это значит, что ты должен иметь став, что исследовать на маленькие анималы, на исследование сначала, Да. не на люди, окей? Ну да. Да, это очень Затратно. Затраты деньги. Те люди, которые, те институты и те больницы, которые имеют эти возможности, они идут вперед. Потому что должен тратить очень много денег. В основном коммерциальные такие, которые могут иметь деньги, они продают. Вот почему иногда такие компании, такие фирмы, которые могут продавать, они получают деньги и могут исследовать. Так существует возможность исследовать. Когда фирмы имеют очень много денег, они могут исследовать. В нашей стране очень трудно для нас. Большие фирмы не существуют. В основном самые большие фирмы американцы,
Europeos, sí. Они исследуют больше, чем нас, потому что имеют деньги для этого. И они накладывают деньги для исследования. Ну, Панама развивает вообще медицину? Я думаю, что это не наша самая важная, Проблема? ну, самая важная штука для панамцев. Панамцы это позиция. Здесь развивается торговля среди стран, проходит очень многие люди, разных людей, чтобы сделать торговцы среди. Так это позиция. Так что, да, мы сделаем то, что сделают в других странах, стараемся. Очень мало исследований, это откровенно так. Потому что большие фирмы не здесь, да? Они европейцы или американцы. Так что наша важная штука здесь в Панаме это позиция. Позиция, канал, торговцы. Ваше направление, неонатология, она насколько сильно в Панаме развита и много ли таких специалистов? Да нет, мы немного, только 60-70 врачей занимаются неонатологией. Только имеем 3 больших больницы, или 4 больницы, а в 2 из них имеют третий уровень, самый большой уровень, третий уровень, и пока не имеем 4-й уровень для больных. А какие больницы? Как называются? Это Hospital del Niño, это самая знаменитая публичная больница, там имеет очень большая отделение для новорожденных, для 100 новорожденных. Второе место тоже в Панаме для тех, кто имеет социальный security. Страховку. Страховку, да. И в Чiriquí тоже. А там как называется больница? Hospital Infantil José Domingo de Valdía. Я завтра поеду там, в Чiriquí. Estoy заниматься экокардиографией с новорожденными. Так, 2 больницы вы назвали, а еще 2 какие есть? La Caja del Seguro Social tiene un hospital de la Caja de Seguro Social. Ну, социальная страховка. Социальная страховка тоже есть в Панаме, они имеют очень большая больница. Там есть Патия. Окей. Окей, существует, да, 2 больницы, которые не публичные, они Приватные. приватные, да, они большие, но не имеют для 100, не для 50, просто для тех, кто имеет деньги, чтобы идти туда, no? Ну, для обычного населения государственные больницы, вот какие хорошие порекомендуете, куда можно обратиться с болезнями новорожденного ребенка? Pues существует в каждой провинции существует больница, которая имеет 2-й уровень. Ну, 2-й уровень качества, скажем так, и возможности. Возможности. Вот в каждой провинции. Пока новорожденные, они могут идти здесь. Я был из первыми, который установил одним своей отделение для новорожденных.
Hay второй, как здесь, в Сантьяго, тоже они имеют возможности. Второй степень э, ухождения за этих награждений. Тоже в Колón существует отделение. В Панаме 2, 3, 4 и 2 private. Праевек — это город? No, privados. Приватная. Приватные, 2 приватные и 4 Ага, все в понял. столице, да, в Панаме. Это значит 3, 4, 2 и Чирики одно отделение. По крайней мере, 10 мест, где новорожденные могут получить Медицинскую помощь. медицинскую помощь. А вот если пример живой, иностранец, прилетел, у него новорожденный ребенок, ему окажут медицинскую помощь в государственной больнице? Да. Все-таки в Панаме медицина это публичная. И не зависит от происхождения или национальности. Все могут идти и получить ухождение, да? Бесплатную помощь получишь? Да. Получишь. Публичная, это публичная больницы, они бесплатные. Ты можешь идти и не зависит от национальности. Ну, если ты хочешь уровень 4, то тогда ты идешь в частную клинику и платишь деньги. Правильно? Это очень сложно сказать, но очень сложно. Я думаю, что в те места, где больше новорожденных, они имеют очень большие опыты с ними. Потому что очень сложные ситуации с ними. Но все-таки я считаю, что эти большие больницы имеют самые квалифицированные специалисты. Ну, вы за такой стаж имеете, детей маленьких сами оперировали? Оперировал? Да. А здесь оперировал? Оперировали, да? Да, да. Какой самый тяжелый случай был, который вы оперировали лично? В моей больнице не оперируют сейчас, потому что второй степень качества. Но в Панаме van оперировать диафрагматик hernia. Это когда новорожденные имеют желудок, где вокруг сердца. Да? Да. По-испански это hernia диафрагматика. Это очень тяжелая ситуация. Ты должен стабилизировать новорожденных. У нас тоже раздают такие диеты. Мы должны стабилизировать и после этого поселять их в столицу в Панаму. Ну, вы оперировали таких? Таких, да. Но я не оперирую, я не делаю операцию, я работаю с новорожденными, я неонатолог. Вы делаете консультацию и диагностику, правильно? Да, я делаю сейчас. Я сделаю больше, потому что я тоже делаю экокардиограмму. Ну, диагностику. Да. Свою специализацию как повышаете, повышали? Какие курсы, симпозиумы посещали? Я в такое положение, что мои дети закончили университеты, имею внучка, так что я могу заниматься то, что я люблю. Я хотел заниматься ультрасаунд, экокардиографией с рожденными, а сейчас идет такой момент, где я это занимаюсь. Я неонатолог, и я еще изучаю в этом области то, что там происходит.
Потому что люблю, ну, люблю исследовать. И я думаю, что этот путь не изменится за следующие 40-50 лет. Идти на те инструменты, которые могут видеть то, что происходит внутри организма. И это ультразвук. По-английски это по-русски как ультрасаунд? Это Ну, ультразвуковое исследование на доске у вас тоже про работу, да? да. Это здесь blood pressure, как gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica. Ага. Да, то, что мы делаем с новорожденными, чтобы знать, как понизить давление, как Понятно. давление с ними. И это такие курсы. Три. Ну, курсы это для себя пишете или кого-то обучаете? Но это для себя, себя. чтобы знать, я должен посылать снимки, Ага. фильмы, чтобы мой профессор видел их, Понял. и сказал, если я ошибаюсь или нет, или хорошо сделаешь. Окей. Окей. Ну, на сегодняшний день вы консультации делаете, да, получается? Да, завтра я поеду в Чирики, 3 часа отсюда, чтобы они не имеют ультрасоновые звуки, да? Да. И чтобы сами тяжелые. Ну, потому что ультразвуковые исследования не каждый может расшифровать, особенно у новорожденного ребенка. Поэтому, да, тут нужен как бы специалист, который это умеет делать. Да, все специалисты везде должны в таких отделениях, где идут самые тяжелые больные, они должны сделать ультразвуковые исследования. Это современная медицина. Понятно. Сколько новорожденных в Панаме рождается с болезнями? Какая статистика вообще? Ну, статистика, я думаю, что не вокруг этого. Вот. Самое интересное произошло в тех странах, которые достигли уровень, где население не уменьшает. Окей? Это развитие, демографическое развитие. Да. Существует такой момент, где женщина только имеет меньше 1,8 детей. Когда женщина достигает этот уровень, не рождается женщина, которая будет уменьшать население. И Европа, США, Куба, Чили, Уругвай, они достигли этот уровень. И это изменяется все. Если население не уменьшает, тогда ты работаешь и имеешь меньше детей. Ну да. Тогда ты имеешь больше населения для работать. Тогда женщина имеет больше возможность образоваться, имеет свободное время, ухаживать за себя. И страна повысит свое экономическое положение. То, что это произошло в Европе. Наши латиноамериканские страны имеют очень много детей. Так произошло в Китае. Они имели очень много детей, поэтому очень
много денег за вакцины, за диарея, за те заболевания, которые делают, чтобы ты положишь деньги на это, на детей. И в Латинской Америке тоже мы на этом пути. Панама достигает, это называется демографическое окно через 5 лет, где мы достигаем уровня, где имеем самое большое количество людей для рабочих. Это дает возможность, чтобы люди повысили свой экономический уровень, семья была хорошая. Что я тебе хочу сказать? Заболевание тоже зависит от этого экономического положения страны. Тоже те страны, которые уже прошли это демографическое окно, они не имеют те проблемы, которые имеют семья, имеет 4 детей или 3 детей. И самые важные заболевания, которые имеют европейцы, о те, которые прошли это окно, демографическое окно, является заболевание congenital malformation, prematurity и асфиксия. Это самые важные. Congenital malformation, prematurity, асфиксия. Значит, что в основном вокруг детей, если страны имеют женщины, которые не рождают, в конце концов будет иметь только congenital malformation, кардиопатия для детей, okay? Prematurity, это новорожденные, которые рождаются раньше, чем 40 недель, это prematurity, и асфиксия, это вокруг тот момент, когда рождается ребенок. Вот Панама идет в тот пути, где 10-8% тех женщин, которые рождаются, от них возникает 10 или 8% ребенок, который рождается прежде чем 40 недель. Это моя специальность. Okay? И тоже рождаются ребенки, которые имеют проблемы с сердцем, которые являются самым важным проблемой для первого года жизни. В каких клиниках можно получить у вас консультацию? Я только работаю для публичных здравоохранения. И какие это клиники городские? В каких городах? Здесь Hospital Cecilio Castillero. Там рождаются 1600 ребенок за год. Но эта провинция самая маленькая. Тут один роддом здесь вообще или несколько? Да, но только один. Один роддом. Какие рекомендации дадите пациентам, будущим мамам, чтобы ребенок рождался более здоровый? Как ее соблюдать, как готовиться? Это маленькая провинция, это área, это зона. Панаме это самая богатая, потому что люди имеют земля, очень маленькое место, где ты можешь найти образование для детей, больница тоже недалеко. Так что люди, когда имеют земля, они могут иметь свои продукты. Свои продукты чистые, натуральные. Все натуральные продукты могут питаться
Здорово. Да, они в этой области самые здоровые люди из Панамы. Мгм. Потому что если ты возьмешь другие провинции, они имеют различные распределения населения. Они имеют индейцы, indígenas, Yeah. очень большое количество бедности в столице Панамы, вокруг Ага. Панамы. Так что самые лучшие социальные и экономические позиции страны это в этом области. Это да, но как бы будущая мама не может на социальную Окей. повлиять. Но хочу сказать, что есть очень консервативные люди остаются здесь. Не идут, они работают на земле, так что это влияет на заболевание. Что сказать по поводу моей специальности, моей рекомендации? Люди здесь, матери, они всегда делают то, что нужно для детей. Они вакцинируют свои дети, и всегда было так, и так и будет. И я думаю, что вакцинация или кормить только Грудью? да, только грудью влияет на формирование детей. Всегда не ждать, чтобы заболевают детей, но как evitar это, чтобы не возникнет заболевание. Грудь Да. и вакцины. И вакцинация. Вакцинация это самое важное в данном моменте. И тоже гигиена, ¿no? Я думаю, что да, мы имеем проблема с bastante другие проблемы вокруг вода, вокруг химические элементы, которые ты используешь для земли или для рождения продуктов. И это тоже большая проблема. Сейчас, я думаю, что не здесь, в мире. Какие 3 главные проблемы вы видите в медицине, которые стоит изменить? По Панаме возьмем. Я думаю, что все-таки, хотя каждый человек в среднем панамцы по данным экономическим должен получить или получит $25 тысяч за год. Есть люди, которые получают только $60 за год. В среднем, тот деньги, которые мобилизируют в стране, дают для каждого панамца $25 тысяч. Но есть люди, которые получают только $60 за год. Есть люди, которые не кушают. Это изменение должно очень быстро изменяться, потому что если мама не кушает, папа не кушает, и дети не кушают то, что они должны кушать, то этот организм очень слабый. Так что разницы в Панаме экономические и социальные очень глубокие. Еще 2 проблемы, какие видите? Я думаю, что все-таки академический степень пока
некоторые страны они пошли на установление степени квалификации. Ну, увеличивают профессоров, кандидатов, докторов наук. Claro, да. Вот. И это только пройдет, если мы сделаем исследование, потому что университет должен идти. А вы сами не думали пойти преподавать? Я преподаю. Преподаете? Всё-таки, потому что, да, вокруг всегда люди они проходят среди нас. Всегда мы получаем старье, всегда эти маленькие люди, эти jóvenes, эти люди всегда вокруг нас, так что мы всегда должны кое-что объяснить, сделать конференции. Хотя я не профессор или доцент, я стараюсь, чтобы они узнали то, что я Что вы знаете смогу отдать. и можете передать другому поколению. Это надо, потому что это свет, свет. Свет только угасает, когда нет преподавания. Когда есть преподавание, свет не угасает. Он горит. Горит. Какая еще заключительная проблема третья, которую видите? Я думаю, что социальное, да, первое. Да. Второе, академический. И третий, всегда стараться. На последние 20 лет мы хотели приватизировать медицинское, публичное медицинское. Городскую медицину хотели приватизировать. Да, все хотели приватизировать. Это угроза, всегда видно что-то. Но панамские врачи не хотят. Но все-таки всегда существует возможность, что политики хотят приватизировать публичное. А чем грозит приватизация? А? Чем грозит приватизация? Если ты имеешь такая глубокая разница между тех, которые имеют деньги, и тех, которые не имеют деньги, в конце концов, приватизировать медицину идет на падение тех, которые не имеют возможности. А публичная медицина, бесплатная медицина, хотя не самая, как бы сказать, не самая красивая, не самая, но все-таки публичная. И если люди, которые не имеют деньги, могут идти и не платить на больницу. Но? А приватизировать это с такими социальными глубокими разницами между тех, которые имеют и не имеют, это будет нападать на тех, которые не имеют деньги.